Как научиться мечтать? Одна моя знакомая с самого раннего детства мечтала стать врачом. Но из-за ряда обстоятельств она стала журналистом. Хорошим журналистом, но все еще мечтающим стать врачом. И что ты думаешь? В 30 лет она поступила в медицинский университет, отучилась 9 лет и стала врачом. У меня с ней даже есть интервью на политическом канале, когда она еще только-только поступила. И вот учит нас эта история тому, что мечтать и воплощать свои мечты в жизнь никогда не поздно. Но что делать, если ты уже утратил навык мечтать? Самое страшное, что случается с нами, когда мы вырастаем, так это то, что мы перестаем мечтать. Одни это называют реализмом, другие пессимизмом, но как это ни назови, оно останавливает нас от полета фантазий, ярких открытий и невероятных свершений, в результате чего нас одолевает уныние. Мы погружаемся в серость будни и начинаем свыкаться со своими проблемами, какими-то личными недостатками, ищем и, что самое удивительное, находим в этом виноватых. И в итоге наша жизнь в самом ужасном возможном формате буквально проходит мимо нас. По сути, уже именно в этот момент мы перестаем по-настоящему жить. Так происходит по целому ряду причин. Когда нам постоянно говорят, что у нас ничего не получится. Когда мы терпим неудачи от своих робких попыток. Когда в нашем окружении нет тех, кто мог бы подсказать, элементарно поддержать. Собственно, с этой целью была создана наша телеграм-группа, в которую ты можешь вступить по ссылке, размещенной в описании под этим видео. И вот, когда я встречаю таких людей, мне их безумно жаль. Хочется взять их за плечи, растормошить, пробудить и сказать: ну уже хватит пессимизить, ну покажи ты этому миру, ну что ты не слабак, на что ты вообще способен, ну сделай уже это в конце концов. Мечтать необходимо, жизненно необходимо, иначе как еще придумывать невероятное, делать невообразимое, решать, творить, воплощать, ну вот как? Но что если с течением времени ты уже разучился это делать, утратил навык в силу тех обстоятельств, которые с тобой приключились, в силу давления со стороны своего окружения? Вот как быть в этой ситуации? Собственно говоря, так же, как и при решении любой другой проблемы. Анализируем, выявляем, устраняем, закрепляем. Все. Остальное у тебя уже есть. Ведь если ты смотришь это видео, то значит ты осознал проблему, и хочешь ее решить. То есть у тебя есть желание, а желание есть неотъемлемая часть наших мечтаний. Теперь проанализируем твое окружение. Вспомни всех, кто когда-либо говорил тебе, что у тебя ничего не получится. Запомни, их опыт не является избыточным доказательством того или иного события или явления. Если не получилось у них, это совсем не значит, что не получится и у тебя. Однако чаще у них и опыта-то такого-то нет, а все нам говорят, советуют. Кроме того, мы живем не результатами, а процессами. Если у тебя не выйдет, то ты в любом случае извлечешь пользу от реализованных тобой действий. И, как я все время говорю, я лучше попробую и буду жалеть, что у меня не получится, чем не попробую и буду жалеть о том, что я даже не предпринял ни одной попытки. Это моя жизнь, мои правила, и мне решать, как поступать. И вот, осознавая это, вырабатывай правильную реакцию на подобные высказывания со стороны этих людей. Не воспринимай их высказывания близко к сердцу. Это лишь их мнение, которое никак тебя не касается. Дальше выделяем свободное время. Берем бумагу, ручку и садимся за написание своей истории. Или не своей, а выдуманного героя, твоей суперкниги, личной книги. Что это будет за жанр? Боевик, мелодрама, приключения? А может быть, все и сразу? Дай краткое описание. Вот моя книга, скажем там, о провинциальном парне, который изобрел лекарство от рака, или победил бедность, или изобрел электромобиль, а потом отправил его в космос на собственной ракете. Но такая книжка уже есть, причем в нескольких частях, и мы ждем продолжения. Ты, наверное, ее знаешь. Затем, уже более широкими мазками, опиши эту историю более подробно. С чего все началось? Как так получилось, что твой герой вообще решил этим заняться? С какими трудностями он столкнулся? А главное, как он их преодолел?
Ты можешь не знать подробностей, на данном этапе нас интересует лишь общий вектор истории. Он ляжет в основу твоего будущего долгосрочного планирования. Затем представь свой фильм в виде сериала, где каждая серия — это один день из жизни твоего героя. Опиши этот день с момента пробуждения до момента ухода ко сну, в деталях, но не так, как он мог бы быть, а так, как бы ты этого хотел. Это же все-таки кино. Твое произведение никто не увидит, никто не прочитает, если, конечно же, ты этого сам не захочешь. Поэтому не бойся фантазий, прояви смелость. Напиши как можешь, как хочешь. Знаешь, такое распространенное задание на развитие абстрактного мышления, когда необходимо соединить все точки одного квадрата тремя линиями. И вот, чтобы это сделать, линии нужно провести за пределы квадрата. Вот и ты выходи за рамки своего квадрата, своих фантазий. Будь смелее. Ранее на канале я выкладывал видео о том, как найти себя и свое предназначение. В том видео я поделился некоторыми инструментами, которые позволяют через свои мечты найти себя. Посмотри то видео. Ссылка на него будет в конце. Оно точно будет тебе полезно. Если твоя первая история получится скромной, не беда. Пусть она будет такой. Ты всегда сможешь вернуться к ней снова и внести свои коррективы. Поверь, хуже, когда твоя история состоит из навязанных тебе стереотипов, когда ты думаешь, что ты этого хочешь, но когда получаешь, выясняется, что это совсем не твое. Так чаще всего обстоят дела с какими-то материальными вещами. Когда мы видим, как герои других фильмов нам рекламируют свою жизнь и говорят нам, что это именно то, что нам нужно. Они впаривают нам точно так же, как в магазине на диване, но делают это настолько изящно, что мы об этом даже не подозреваем. А потом полжизни впахиваем и в итоге разочаровываемся. Мы узнаем, что нам нужна не фотомодель, а та, что разделяет ценности и взгляды. Что маленький дом может быть более практичным и уютным, чем здоровый особняк. А профессия программиста не ограничивается лишь получением высоких зарплат. И вообще, оказывается, она совсем не для каждого. И так далее, и тому подобное. Вот чтобы этого не происходило, очень важно уметь отсеивать зерна от плевел, истину от ложного. А для этого необходимо научиться слушать и слышать себя, ловить и запоминать те яркие моменты, которые по-настоящему доставляют тебе радость и удовольствие. Вспомни, что особенно для тебя ценно. Не абстрактное, а уже из твоего опыта, то есть то, что уже было в твоей жизни. Фиксируй это в своих заметках и руководствуйся этими ценностями как путеводной звездой. Научись быстро знакомиться с тем, к чему ты хочешь прийти. Начни с блогов, книг, статей. Найди людей, что уже имеют то, о чем ты мечтаешь, или, по крайней мере, они уже существенно продвинулись в этом направлении. И пообщайся с ними. Узнай, соответствуют ли твои ожидания действительности. Если есть возможность поработать в этом направлении, или хотя бы поволонтерить, обязательно воспользуйся этим. Ты получишь бесценный опыт, который поможет тебе точно определить вектор своего будущего движения. Заводи новые знакомства из интересующих тебя областей. Опять-таки, на просторах интернета огромное количество групп и пабликов по совершенно разным направлениям, где ты найдешь таких же, как и ты. Ты найдешь поддержку в лице настоящих единомышленников. И помни, что мечтать и воплощать свои мечты в жизнь никогда не поздно. И история моей знакомой тебе тому в пример. Согласись, стать врачом почти в 40 лет – это сильно. Остальные вопросы по этой теме мы разберем с тобой в комментариях, в нашей телеграм-группе или, если захочешь, на личной консультации. Все ссылки ты найдешь в описании. Действуй и никогда не сдавайся.